Промышленность. Важнейший сектор экономики любого государства. Производить нужный товар качественно и недорого – основная цель, которую пытаются достичь все на протяжении нескольких веков, но не у всех это выходит. Что же из себя представляет промышленность России вчера, сегодня и завтра? Эту серьезную тему для полноты картины лучше начинать с ее истории. Истории промышленности Российской империи. Путь развития промышленности в каждой стране свой. Например, Великобритания в начале 18 века производила 80% добычи угля в Европе. Многочисленные колонии Британии дали ей необходимые материалы, и скоро там неизбежно произойдет первая в мире промышленная революция. В России же до промышленной революции было пока еще далеко, но становление промышленности российского государства в современном ее понимании наступило разом и громко, с эпохи правления Петра I. Конечно, и до него уже были кое-где фабрики и заводы, но скорее это были исключения, на котором правители страны остро внимание не фокусировали. Начав Северную войну со Швецией, Петр I столкнулся с проблемой нехватки оружия и его разношерстностью. В построенных по его указу Олонецком и Тульском оружейных заводах стоимость оружия была примерно равна заграничной, а качество порой сильно уступало. Этому способствовал целый ряд причин. Начинать нужно было с самого начала цепочки. Из железа тогда в стране добывались руды бурого железняка как раз под Тулой и Олонцом. А вот на Урале запасы руды оказались более богатые. К тому же там были и большие просторы леса, необходимого для приготовления древесного угля, используемых в российских доменных печах того времени. Петр I принял решение о строительстве металлургических заводов на Урале. В 1699 году на реке Неве в Верхотурском уезде был возведен Невьянский завод, давший первый уральский чугун. В марте 1702 года указом Петра I, хорошо зарекомендовавшему себя тульскому оружейнику Никите Демидову, был отдан в управление и собственность казенный Невьянский металлургический завод. Такой замотивированный управленец, как Никита Демидов, сделал все, чтобы дать результат. Производительность уральских заводов оказалась очень высокой, а их продукция вскоре существенно превзошла общий объем производства всех заводов Европейской России. К 1718 году практически все пушки, якоря и железо для нужд российского флота изготавливались на заводах будущей династии Демидовых. Так что победа российского оружия над шведами под Полтавой выкована на Урале. Уже в 1720 году Урал, преимущественно Демидовский, давал по меньшей мере 2/3 металла России. Тогда же началось строительство, по некоторым оценкам, самого крупного металлургического предприятия XVIII века не только в России, но и в мире, в районе будущего города Нижний Тагил. Крупнейшим и сложнейшим в постройке объектом на территории завода была плотина длиной 220 метров, создающая напор для водяных машин. В том же году на Урал для основания новых казенных заводов посылается Василий Татищев. Он выбрал на западном склоне Урала, на реке Ягошихе, место для медного завода, а на восточном склоне Урала, на реке Исеть, место для чугунолитейного завода, которые должны были стать одними из крупнейших в стране. Вскоре туда прибыл и Вилим Дегенин для осуществления этих планов. Так возникли два завода, переросшие в крупные города страны. Ягошихинский медный завод заработал в 1724 году. Впоследствии этот завод превратился в город Пермь, и Екатеринбургский железоделательный завод, ставший основой для города Екатеринбурга. Вскоре в Екатеринбург переехало сибирское горное начальство, и новый город стал административным центром горного дела и промышленности на Урале. В 1724 году
на берегу Финского залива построили Сестрорецкий оружейный завод. Он располагался вблизи от новой строящейся столицы России. За 1700-1725 года основываются 200 мануфактур. С 1718 года солдатские мундиры шьются только из русского сукна. С 1723 все дело производства велено вести только на бумаге отечественного производства. В эпоху Петра I было построено 27 металлургических заводов. Появились мануфактуры, вытесняя ремесленников. Зарождался промышленный скелет молодой Российской империи. Не все эти заводы прошли проверку временем. Многие из них начали закрываться сразу после смерти Петра I. Но самые нужные и стойкие развивались и совершенствовались. После Петра I развитие промышленности продолжалось, но уже без столь активного вмешательства государства. Новая волна развития промышленности началась при Екатерине II, однако ее развитие шло непропорционально. Большой рывок в развитии получила металлургия, и Российская империя стала мировым лидером по экспорту чугуна. Однако в то же время большинство отраслей перерабатывающей промышленности не развивалось, и Россия закупала все большее количество мануфактурных товаров за границей. И тот же чугун выплавляли все так же, на древесном угле в небольших доменных печах, когда англичане уже вовсю использовали более эффективный каменный уголь и усовершенствованные печи. А доставка такого нелегкого груза, как чугун, с того же далекого Урала до заказчика порой занимала год, а то и 2. Использование крепостного труда в Российской империи до поры до времени сглаживало эти факторы. В 1760 году была заложена плотина на реке Иж для нового железоделательного завода в будущем Ижевске. А позже этот завод переориентируется на изготовление оружия, и так Ижевск станет неформальной оружейной столицей страны. Годом ранее недалеко был основан Воткинский железоделательный завод, позже ставший машиностроительным. Москва с потерей статуса столицы государственной не потеряла статуса столицы торговой. Там по-прежнему находилась купеческая верхушка России. Именно в Москву стекало со всей страны огромное количество товаров. Много там было консервативных, но предприимчивых старообрядцев. Как ни странно, опала государства на них сделала обратный эффект, сплотив их и превратив в своеобразную единоверную торговую, а позже и промышленную сеть. Таким образом, в XVIII веке сложились 3 старейших русских промышленных района: центральный с Москвой, северо-западный с Санкт-Петербургом и Уральский с Екатеринбургом и Пермью. Однако на экспорт в XVIII веке до сих пор шло в основном сырье: пушнина, лес, зерно, мед, лен, пенька, парусина, а также из металлов медь и железо. Еще в 1721 году был открыт Донецкий угольный бассейн в районе нынешнего города Лисичанска. А в начале XIX века начал обретать контур еще один крупный промышленный узел страны. Для снабжения прежде всего Черноморского флота и войск на турецкой границе более дешевым вооружением было принято решение о строительстве литейного завода в Донецком уезде на реке Лугани и учреждении ломки найденного там каменного угля. Первая домна завода, впервые в стране работающая на коксе, была введена в строй 16 октября 1800 года. Этот новый контур промышленности страны стал более четким при открытии Криворожского железнорудного бассейна и разработке угольного Донецкого бассейна в будущем. В начале XIX века в полную силу заработал завод Берда. Со временем он превратился в одно из лучших литейно-механических предприятий. Первый пароход в России сделали именно там. В номенклатуре завода значились печи для сахарных заводов, коленчатые валы, лопасти и паровые машины. Строительство Ижевского оружейного завода на базе переданного ему железоделательного завода началось в 1807 году.
В годы войны с Францией завод поставил в действующую армию более 6000 оружий, а также большое количество холодного оружия. Итак, к началу XIX века Российская империя в плане промышленности до сих пор была в роли догоняющего. Пока в Великобритании, а затем и по всей Европе и в Америке проходила промышленная революция, Российская империя полагалась на проверенный в большей степени ручной крепостной труд. Почти все необходимые машины закупались за границей у той же Великобритании. К началу правления Николая I российская промышленность подходила в незавидном состоянии. Серьезные преобразования в промышленности начались с 30-х годов XIX века. Железная дорога даст серьезный вектор развития промышленности на десятилетия вперед. Начнут работать в полную мощность уже отечественные машиностроительные заводы, такие как Путиловский, Коломенский, Невский, Александровский и другие. В связи с бурным развитием хлопчатобумажной промышленности, ввоз хлопка в Россию в целях его переработки вырос за 40 лет почти в 30 раз. Особенно быстро тогда развиваются ивановские ткацкие фабрики. В 1849 году акционерным обществом волжских предпринимателей была построена Сормовская машинная фабрика. Это был один из крупнейших в мире машиностроительных заводов универсального профиля, выпускавший в качестве основной продукции пароходы, буксиры, сухогрузные и нефтеналивные суда. Крымская война 1853-1856 годов показала неизбежный переход от парусного деревянного флота к паровому броненосному. На Невском заводе начинают также выпускать и паровозы, и пароходы. Но все равно промышленность России отставала от европейской. В 1861 году в России произошла отмена крепостного права. Время реформ – это время испытаний. По сути, отмена крепостного права не устроила ни помещиков, ни крестьян, но начало было положено. После крестьянской реформы промышленная отрасль страны немного замедлилась в своем развитии, так как и многие отрасли, в том числе и металлургические, переходили с принудительного труда на вольно-наемный. Кроме того, требовалось переоборудование многих предприятий на новый лад. Во второй половине XIX века началось крупное вливание иностранных инвестиций в промышленность Российской империи. Однако в экспорте России до сих пор было лишь сырье. Почти все виды промышленных изделий, необходимые стране, приобретались до сих пор за рубежом. Такие промышленные области дореволюционной России, как металлургия, паровозостроение и текстильная промышленность, развивались вполне неплохо. Однако своего серьезного станкостроительного производства Россия не имела. После Крымской войны Российская империя пошла по пути интеграции с Западом путем вливания иностранного капитала, в том числе и в промышленности. Европейские магнаты начали заходить на новый рынок сначала осторожно, а когда убедились в огромных прибылях, очень интенсивно. Например, взять тоже появление города Донецка, а с начала рабочего поселка Юзовка и развития Донбасса в целом, которое позже коммунисты будут называть сердцем России. О колоссальных угольных полях в районе реки Донецк знали еще со времен Петра I, однако бурного развития регион тогда не получил. С появлением паровозов и пароходов спрос на уголь вырос кратно. Джон Хьюз, выкупивший концессию на добычу каменного угля и производство железнодорожных рельсов на юге страны, пошел на авантюру. В 1872 году, там не без проблем, конечно, но все же отлили первый чугун. И поселок Юзовка зашевелился. Как по этому поводу высказывался Менделеев. Недавняя пустыня ожила. Результат очевиден. Успех полный. Возможность доказана делом. Хотя, по мнению выдающегося российского ученого, иностранные вливания в промышленность России приносили пользу в основном только этим самым иностранцам, а российскому государству даже наносило в некоторой степени урон. В 1889 году к югу от Юзовки был сооружен машиностроительный и чугунолитейный завод. Теперь в промышленности Российской империи четко обозначились 4 центра – Петербургский, Московский, Уральский и Южный.
В московском промышленном районе было сконцентрировано текстильное производство. Петербургский район был центром машиностроения. Урал давно уже стал кузницей страны с основными металлургическими базами, и к ним добавился Южный центр, где для металлургии было все. И уголь, и железо, и население его производящее. Но в отличие от Урала, он был ближе к другим промышленным центрам, а также к Европе в нем заинтересованной. Вообще, во времена правления Александра III промышленность в России развивалась очень стремительно. Но в машиностроении страна до сих пор отставала. На экспорт из Российской империи шло все то же сырье. Европе от России был нужен хлеб. Однако иногда в России появлялись люди, так сказать, обогнавшие время. Изобретатели-братья Дубинины, жившие в районе города Моздока, в 1823 году построили первый в мире, имеющий практическое значение, нефтеперегонный завод. Они получали из черной нефти белую, а точнее керосин. К сожалению, развитие их дела тогда не получило. Кто бы знал, что керосин научится применять не только для аптечных целей. Ту же безопасную керосиновую лампу изобретут чуть позже. Керосин раз и навсегда заменит дорогостоящий китовый жир в лампах, и будет он в ходу примерно 100 лет. Реактивное топливо на основе керосина применяется и сейчас. В России к промышленному производству керосина приступили в 1859 году на крупном по тому времени заводе, основанном Кокаревым в Сураханах. Примерно то же было и с бензином, пока в дело не вступило товарищество нефтяного производства братьев Нобель. Они организовали переработку сырой нефти, добывающейся в Баку, Грозном и Чиликене. С распространением бензинового двигателя их предприятие, несколько раз стоявшее на грани банкротства, пошло резко вверх и спустя некоторое время превратилось в небольшую промышленную империю. Самое главное, что они внедряли новые технологии в процесс. Компания известна как пионер во многих инженерных и коммерческих начинаниях. Например, они произвели первый российский нефтепровод, первые в мире цилиндрические резервуары нефтехранилища, первые российские нефтеналивные суда, пароход «Зороастр», первый в мире теплоход, танкер «Вандал». Причем это был и первый дизель-электроход. Самостоятельно разрабатывали и внедряли в России ранее практически отсутствующие вагоны-цистерны. После того, как железная дорога соединила два морских порта, Баку и Батум, появился торговый путь и для их продукции в том числе. При содействии Ротшильдов было закончено строительство уникального керосинопровода Баку-Батум протяженностью более 880 километров. Подобной инженерной инфраструктуры мир еще не знал. Батум превратился в важнейший торговый порт России на Черном море. Наступила эпоха машин и господства двигателя внутреннего сгорания. Хотя Россия и не была в числе первых в машиностроении, топливо к этим машинам она начала добывать в числе первых. К 1900 году по производству нефти Россия обогнала США и вышла на первое место в мире, обеспечивая 51% ее добычи на планете. Почти вся нефть шла из Баку. Таким образом, глухой уголок Закавказья превратился в серьезную стратегическую точку на карте мира. К середине XIX века в текстильной промышленности все большее значение приобретала хлопчатобумажная ткань, которая становилась преобладающим материалом для изготовления одежды. Сырьем для нее служил хлопок, который в России не выращивался. Основным поставщиком его были южные штаты Северной Америки. Но после гражданской войны в Америке ввоз хлопка в Россию оттуда резко упал. После строительства Закаспийской железной дороги в Туркестане Российская империя получила возможность покрывать эти потребности в хлопке. Для его промышленного производства необходимо было построить систему оросительных каналов, построить хлопкоочистительные заводы, наладить выращивание определенных сортов хлопка и многое другое. Так, посевы хлопчатника в одной только Ферганской области выросли за 15 лет в 10 раз. Например, в 1913 году Ферганская долина давала 62% всего отгруженного в Россию хлопка из Средней Азии. Однако взамен хлопку зерна там стало выращиваться меньше, что подрывало ее продовольственную безопасность. До Первой мировой войны, начавшейся в 1914 году, хлеб в Туркестан привозили в основном из европейской части России. Но потом возник голод. И везде. В начале 20 века Сибирь стала объектом интереса иностранного капитала, который проникал в наиболее прибыльные отрасли – горное, лесное дело, в сбыт сельхозпродукции и транспорт.
Здесь произошли структурные изменения в промышленности. Горнодобывающие отрасли, ранее доминировавшие, стали уступать ведущие позиции обрабатывающим отраслям и пищевой промышленности. Сибирь давала 0,9 российского экспортного сливочного масла. Аграрные, а не ископаемые ресурсы стали основным сырьем для промышленности края. В 1917 году Сибирь при 7% всего населения империи дала 1/6 часть валового сбора хлебов. В угледобыче 7 компаний давали 2/3 сибирской добычи, успешно конкурируя с монополистом Продуглем, которого формально в Первую мировую упразднили, но на деле также функционирующим и выставляющим правительству Николая II огромные счета за стратегически важный продукт. Золотодобычу в Сибири также серьезно нарастили. Государству нужно было золото, в том числе и сибирское. До начала войны Российская империя, хоть и была закредитована, но ее промышленность развивалась быстрее всех в мире и достигла пика в военном 1916 году. В 1916 году Россия импортировала 20 тысяч станков, но они составили менее 1/3 нового оборудования, которое в том году поступило на российские предприятия. Остальное оборудование произвели отечественные заводы. Станкостроение, как и машиностроение в целом в Российской империи, было на пике. Но февральская революция в 17 году на развитие промышленности страны поставила большой крест. На 1913 год доля участия иностранного капитала в промышленности Российской империи составляла примерно 31%. После начала Первой мировой войны Российская империя сначала заморозила, а потом начала и национализацию многих германских и австро-венгерских предприятий. А дальше, после Октябрьской революции, произойдет тотальная национализация промышленности уже во главе советской власти. Теперь фабрики должны будут принадлежать рабочим, а земля должна будет принадлежать крестьянам. Местная буржуазия потеряла все, как в большинстве заграничная. Данная конфискация активов иностранного капитала в корне не устраивала их владельцев. А лозунг соединения пролетария всех стран и мысль о том, что местные рабочие могут завладеть их же собственностью в своих же странах, повергла буржуазный класс в ужас. На месте бывшей Российской империи начался мировой эксперимент построения коммунистического общества. Что будет с промышленностью бывшей Российской империи при советской власти, мы узнаем в следующем ролике. А я благодарю всех подписчиков платного телеграм-канала за поддержку. Также материал «Не вошедший выпуск» вы можете найти в нашем общем телеграм-канале в закрепленном сообщении к видео. С вами был канал «Просветись».